добрый вечер. В этом видео я хочу поделиться с вами впечатлениями об использовании помпы 670. Также мы сегодня ее будем пытаться калибровать. Я расскажу плюсы и минусы. Ну, а вообще плюсы и минусы лучше рассказывать о ней не за какой-то там один день, 2 дня, а лучше попробовать неделю, там, например, или большее количество времени для того, чтобы правильно настроить и вообще понять, как же она работает и ее принцип работы. Она отличается от других привычных петель тем, что у нее нет вот столько много девайсов, как у других петель, то есть это не простая помпа, она может подбирать базальный режим под именно ваш организм, но вы должны знать свои настройки, свои коэффициенты и обязательно иметь сенсор, который работает вместе с этой помпой, иначе эта петля не будет работать и не будет хорошо держать сахар. Ну вот, короче, я сейчас покажу. У меня тут 173. 173 это многовато, но с учетом того, что у меня вообще почти весь день было идеально, то есть база почти не подавалась вот с периода 12 часов дня, то есть до 14 чуть-чуть, потом до 16 чуть-чуть. Вот, то есть обычная помпа, она вводит базальный каждые 5-6 минут. Здесь помпа вводит микродозами, то есть я могу увидеть вот микрополюс там 150. Это не единиц 150, это 150 тысячных. Даже больше, 15 тысячных получается единица, вот. Она мне написала, что она ввела в 7 вечера, то есть вот она сейчас вводит, потому что у меня некоторое время не подавался базальный, потому что у меня был хороший сахар. И как только сахар у меня пошел вверх, сразу она начала его подавать. Как только она поймет, что она не справляется этим сахаром базальным, то она мне скажет, что нужно мне подколоться. Сейчас она меня запросила калибровку, у меня здесь, можно посмотреть в статусе, вот, 4-й день сенсора, 3-й день, почти 4 дня. У меня следующая калибровка должна быть должна быть в 8:13, сейчас 8 вечера. Последняя калибровка была в 7 утра, поэтому я сейчас буду калибровать сенсор. Я пользуюсь глюкометром Contour Nextlink 2.4. Мне очень удобно, я их сопрягла с помпой. И также пользуюсь еще иногда Gentil. Это безболезненный прокалыватель, который очень классно прокалывает. То есть можно подобрать вот эту вот штучку под вас. Там их 6 в наборе, то есть можно любую поставить. И это для того, чтобы... Если толстая кожа, там тонкая кожа, разным людям, то есть у меня вот 2-й. Для того, чтобы хорошо проколоть и без боли, нужно подобрать под себя. То есть попробовать такой, такой, такой. То есть он вакуумный и прикольно. Я сейчас буду мерить сахар. Давайте посмотрим, насколько мне сегодня наберет помпа. Загорается мой сахар. Также, кстати, этим глюкометром можно вводить удаленно полюсы, то есть сколько вот захотите. Нет, смотрите, 177, это почти 10. Сейчас мы его откалибруем, подтверждаем. Выбираем калибровать сенсор. И болюс, да, помпа мне предлагает сейчас сделать 0,7 подколку. Поделаем подколку. Вот как я и говорила, если в случае она не справляется с вот этим сахаром с помощью базального, она начинает предлагать сколько-то там подколку, но она рассчитывает это по своему принципу. То есть у меня, кстати, болюсы с помощником болюса отличаются, если я в обычном режиме и в этом режиме. То есть она предлагает меньше, чем у меня они должны бы быть. Вот, поэтому я немножко приспособилась. Вот сейчас у меня болюс откалибруется. Короче, думают, что если они вот купят там сенсор, там помпу, там петлю соберут, то прицепить ее нужно будет, и все. То есть не нужно будет никакие коэффициенты узнавать, не нужно будет ни базу, ни болюс. Но это ошибка, потому что нужно будет все равно работать, подбирать всякие, не знаю, болюсы,
коэффициенты. Это мой сенсор так выглядит. Он заклеен сверху тейпом. Здесь прозрачный пластырь. Вот, то есть все равно нужно подбирать, стараться, менять настройки. Я уже меняю второй раз настройки на своей помпе, потому что меня не устраивает мой сахар. То есть она мне предлагает меньше, чем мне нужно. Она мне колет меньше базального в 3 раза, чем он у меня был до ее использования. И меньше предлагает коэффициенты все равно, даже если я его вбиваю в настройки другие коэффициенты. В общем, такая ситуация у меня. Ну, сейчас немного получше. Я изменила все настройки вчера, поменяла еще границы сахара на очень низкие, то есть 5 это высокий, там и есть до 7 тоже. От 4 до 7 сделала, был от 4 до 8, и поэтому она мне каждое утро держала сахар до 8 миллимоль, то есть это многовато. Я хотела, чтобы он был более ровнее. За эти деньги, которые Медтрonic вообще получает, и сколько стоит помпы, могли бы сделать, конечно, чтобы он был ниже. Но имеем, что имеем. Закончила уже калибровку, она показывает, что здесь 7 десятых осталось у меня активного инсулина. Вот, она показывает, что сейчас сахар почти 10. Вот, также я откалибровала сенсор. У меня получается... Вот, следующая калибровка в 8 утра. Последняя калибровка я делала в 8 вечера. То есть все точно, с 10 минут расхождения для того, чтобы я успела сделать калибровку перед тем запрашиваемым временем. То есть я установила за 15 минут напоминание о том, что нужно померить сахар. Вот, у меня 177, так же, как и показывал сенсор, то есть 1 в 1. Если правильно калибровать, это есть на канале, то будет сходиться с глюкометром сенсор. Показания его. Вот у меня осталось 3 дня сенсора, скоро будем делать перезапуск. iSig — это показания работы трансмиттера, то есть на таком сахаре он где-то такой должен быть. У меня осталось в жизни 80% зарядки в трансмиттере, это мой трансмиттер, номер. Вот. Также можно сейчас посмотреть, сколько она мне ввела. Вот, я могу здесь посмотреть прямо на графике, сколько болюса я какие делала. Я делала 0,7 в 8 часов. Кстати, если я просто зайду в болюс и введу свой сахар и не предложу подколоть, то помпа мне откажет. Например, вот я сейчас иду, я не увожу углеводы, я покажу сейчас. Вот она пишет «нельзя болюса», потому что она не разрешает делать самовольные подколки, только когда она увидит, что она не справляется с сахаром. Вот. Всем спасибо за просмотр. Если хотите еще подробного описания, рассказа про 670-ю помпу, ставьте лайк. Я пойму, что вам это нравится, и мы вместе еще поговорим о ней. И еще расскажу какие-нибудь секреты с ней. И подписывайтесь, ставьте комментарии. Всем спасибо за просмотр.